Друзья, небольшие пояснения по поводу заполнения отчета ЕФС-1. Канал Предприниматель Инфо. Друзья, сегодня рассмотрим вопрос, как правильно заполнить отчет ЕФС-1, если дата заключения договора подряда и дата начала выполнения работ по нему разнятся. У нас с вами будет два варианта. Первый вариант, когда дата подписания договора стоит раньше, чем дата начала работ. И второй вариант, соответственно, наоборот. Дата подписания договора позже даты начала работ. А, собственно, вопрос мне поступил такой, я его зачитаю. 15 июля 2023 года организация заключила договор с физическим лицом. Согласно договору, подрядчик приступает к работе 1 августа 2023 года. В графе 2 подраздела 1.1 отчета ЕФС-1 организация отразила дату фактического начала работ, то есть 1 августа 2023 года. А в графе 9 дату заключения договора, то есть 15 июля 2023 года. И вопрос, соответственно, был такой, правильно ли организация сделала. Давайте разберем этот пример. Но для начала немного вводных данных. Отчет ЕФС-1 сдается на всех подрядчиков и исполнителей, даже если договор действовал всего лишь один день в году. Об этом говорится в подпункте 5 пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 1.04.96 номер 27 ФЗ. Далее необходимо сообщить в соцфонд о том, что вы заключили или прекратили договор с подрядчиком, и сделать это нужно на следующий рабочий день максимум. Это указано в пункте 6 статьи 11 закона номер 27 ФЗ. В графе 3 подраздела 1.1 нужно указать мероприятие начала договора ГПХ. Если договор с подрядчиком или исполнителем вы начали в 2022 году, а завершили его в 2023, то в отчете ЕФС-1 вам необходимо указать только дату завершения договора. Почему? Потому что отчет ЕФС-1 организации и индивидуальные предприниматели подают только с 2023 года, а то, что было в 2022 году, вы отразили в отчете СЗВ «Стаж». И таким образом в отчете ЕФС-1 в подразделе 1.1 вы отражаете только мероприятие окончания договора ГПХ. Даты начала и окончания договоров вызывают наибольшее количество вопросов у бухгалтеров. И вот здесь Минтруд дал нам разъяснение. Давайте с вами посмотрим. Какие даты писать в отчете, Минтруд указал в своем письме от 4 апреля 2023 номер 14.1.10В4784. Первый вариант. Дата подписания договора стоит раньше, чем дата начала работ. Если вы заключили договор раньше, чем подрядчик начал по нему работы, то в графах 2 и 9 подраздела 1.1 отчета ЕФС-1 нужно проставить разные даты. В графе 2 ставится дата фактического начала работ, а в графе 9 – дата подписания договора. Отчет сдается не позже следующего рабочего дня даты подписания договора. И вот он, этот пример, который я вам зачитывала в начале. Его можно скачать под видео в описании. А теперь следующий вариант. Дата договора прописана позже, чем дата начала работ. Что писать в отчете ЕФС-1? Действительно, подрядчик может приступить к работе до того, как вы заключили с ним договор. Дату начала работ необходимо прописать в самом договоре. В отчете ЕФС-1 в графе 2 подраздела 1.1 отражается дата начала работ, а в графе 9 – дата заключения договора. Отчет сдается точно так же на следующий рабочий день, максимум на следующий рабочий день после подписания договора. Образец заполнения отчета ЕФС-1 по варианту 2 вы можете скачать также под видео в описании, а пример, собственно, вот такой. Компания заключила 1 августа 2023 года договор подряда с физлицом. Согласно договору, подрядчик начинает работы досрочно 15 июля 2023 года. В графе 2 подраздела 1.1 отчета ЕФС-1 компания отразит дату начала работ, то есть 15 июля
В графе 9 дату заключения договора, то есть 1 августа. А вот теперь, друзья, мне пришел в голову третий вариант. Это когда, например, дата начала и окончания работ в договоре не прописаны. Что отражать в отчете ЕФС-1? Если вам неизвестно, когда подрядчик приступил или приступит к работе, то в графах 2 и 9 отражается дата заключения договора. Датой окончания договора будет день, когда подрядчик завершит свои работы, и вы подпишете с ним акт о выполненных работах. И в таком случае, чтобы отчитаться о завершении договора подряда, вы прописываете в отчете ЕФС-1 в графах 2 и 9, соответственно, дату завершения работ согласно этому акту. А вот если вам заранее известна дата расторжения договора, то есть вы заранее знаете, когда вы завершите этот договор, расторгнете его, то вы сразу можете подать заранее в соцфонд отчет ЕФС-1 сразу на 2 мероприятия и прописать там дату начала и дату завершения договора. Минтруд считает, что это не нарушение, лучше раньше, чем позже.